В советское время БССР считалась сборочным цехом для всего Советского Союза. Именно по этой причине в нашей стране имелись крупные промышленные предприятия, которые обеспечивали граждан работой, а весь Союз – продукцией. Минский мотовелозавод, автомобильный и тракторный заводы, Новополоцкий нефтеперерабатывающий, металлургический завод в Жлобине, Солигорский калийный комбинат, БелАЗ. Перечислять весь список можно достаточно долго. Но сегодня мы остановимся на одном из крупнейших предприятий нашей страны, история которого начинается в далеком 1927 году. Изначально это был и даже не завод, можно сказать, а фабрика, которая называлась «Возрождение». Немногим позже ее переименовали в завод «Ударник», и уже в апреле 1991 года завод «Ударник» стал одним из учредителей открытого акционерного общества, о котором мы сегодня вам и расскажем. Итак, речь пойдет, как вы поняли, об Амкадоре, но не только о нем. В сегодняшнем расследовании мы затронули ряд интересных моментов из жизни этого предприятия, о которых никто и никогда не говорил. Весь фильм будет наполнен эксклюзивной информацией. Этот фильм – первая попытка закрыть вопрос по Амкадору раз и навсегда. Также мы расскажем про санкции и их обход. И придадим огласке очень тайные аспекты жизни главных лиц данного предприятия. История лучше всего запоминается, когда ее повторяешь. В нашем же случае ее нужно озвучивать, для того, чтобы многие просто ее знали. И ведь знать есть что. В апреле 1991 года, как мы уже сказали, завод «Ударник» стал одним из основных учредителей Амкадор. Сам «Ударник» через 11 лет утратил статус юридического лица и вошел в состав холдинга в качестве структурного подразделения. Еще во времена Совка завод вошел в состав Минского научно-производственного объединения «Дормаш» Министерства строительного, дорожного и коммунального машиностроения. Само же название Амкадор расшифровывалось как Андропов, Минск, Коростень, Орел и ДОР, то есть дорожное машиностроение, отражая географию участников НПО «Дормаш» того времени и специализацию объединения. Первым руководителем Амкадора стал тогдашний директор Дормаш и Ударника Василий Михайлович Шлындзиков. Само предприятие развивалось достаточно интенсивно, что и неудивительно, и удивительно одновременно, так как не надо забывать, какое время тогда было на дворе. Неудивительно, потому что руководил предприятием грамотный и опытный человек. Василий Михайлович окончил Белорусский политехнический институт в 70-м году. После Институт персонала и управления в городе Бонн, Германия, в 1991 году. Являлся академиком Белорусской инженерно-технологической академии. Автор многочисленных статей по проблемам экономической политики. Прошел весь путь от мастера, начальника смены, до директора и генерального директора. Одним словом, человек максимально грамотный. И что удивительно во всей этой истории, президентом на тот момент уже был Лукашенко. И в стране при нем слово «развитие» стало нарицательным. Вот в таком тандеме и работали предприятия в 90-х годах. С одной стороны грамотные специалисты, а с другой стороны совковый президент с авторитарными замашками. У страны есть календарь, и она живет по нему. Вот на календаре 94 год. А уже тогда были люди, которые жили по календарю лет на 10 вперед. Вот Василий Шлындзиков, с одной стороны, он из когорты красных директоров. А это синоним слова «красный директор». Это человек, у которого много бабла
и который держится вот за эту старую, одрехлевшую систему, которая дает возможность иметь дивиденды руководству, а все остальные как получается. Вот у него было видение, что частная собственность это гораздо эффективнее, чем государственная, что плановая экономика проигрывает рыночной. Это был человек из 90-х, и он имел такой устойчивый имидж реформатора. Я помню, Лукашенко только-только стал президентом, большущее совещание, полный зал, и он говорит, ну где этот реформатор Шлындиков? То есть уже тогда была такая заочная полемика Лукашенко и Шлындиков. Ну и расцвел он, конечно же, в парламенте, в Верховном Совете 13-го созыва. Фракция «Гражданское действие», которую возглавлял еще один реформатор, отец белорусского рубля Станислав Богданкевич, имела 18 мандатов. И мы захватили комиссию по экономической реформе. Шлындиков возглавил эту комиссию. Вот у него был настолько большой авторитет, непререкаемый, что даже коммунисты и аграрии, вот эти сторонники красных директоров и плановой экономики, проголосовали за него. И через эту комиссию мы реально протолкнули большое количество законопроектов, которые дали возможность развития для малого и среднего бизнеса, которые действительно очень хорошо поработали на страну. Это первая часть. Вторая часть – это Амкадор, конечно. Это бренд, который создал Василий Шлындиков. И все, что связано с этим предприятием, вот родоначальником, кто закладывал это по кирпичику, кто создавал вот авторитет, кто создавал вот этот бренд, который стал узнаваемым действительно во многих странах. Он его создал, он его выпустил на орбиту. Ну а что с ним произошло, это уже с Амкадором другая история. Но я знаю, что Василия Михайловича довели до состояния, что он должен был отказаться от акций, он имел акции. Ну и второе, был юбилей, очень круглая дата для Амкадора, там позвали всех и вся, наверное, и уборщиц, там, и всех, кто имел хоть какое-то отношение. Но не позвали создателя Амкадора, потому что это человек, на котором было поставлено клеймо. Не наш, чужой, который шел во власть не воровать, который шел делать реформы. Вот, ну, это, мне кажется, показательный момент. Там раздавали медали, ордена. Шлындикова вообще не вспомнили. Не вспомнили вообще. Но это означает, что ну, вот есть система, которая вот для таких, как Шлындиков, они чужие. Она их просто... Ну, хорошо, слава богу, что еще, как говорят, на свободе, а не сидит где-нибудь, как тот же Чигирь, которого через какое-то время просто посадили, почти год отсидел в тюрьме. Ну вот так. Я не могу говорить о нюансах, подробностях, но для меня совершенно закономерно, что произошел уход Шлындикова. Он обязан был уйти, потому что система настроена на совок, на возвращение к прошлому, на тотальный контроль. Это то, с чем боролся Шлындиков. Ну, когда он своим указом назначал директора Комаровского рынка, то что мы можем говорить о Амкадоре? Огромное предприятие. И понятно, что туда государство залезало своей липкой грязной рукой. Поэтому Шлындиков был обречен на то, чтобы быть выдавленным оттуда. Или через некое возбуждение фейкового уголовного дела, либо вот так, как произошло. В парламенте, который на 2/3 состоял из сторонников плановой экономики, это коммунисты, это аграрии, вот он мог выходить на трибуну, да, у тебя 18 мандатов из 198, а ты представляешь законопроект, убеждаешь, и они нажимают на кнопки. То есть это еще и талант человека, который может находить компромисс, который может достучаться даже до души своего оппонента. Вот таких людей сегодня нет. Нет во власти, нет в экономической сфере, они выдавлены. То есть они есть в Беларуси, но они где? Они либо за пределами страны, либо находятся вот где-то там на обочине вот, общественной, политической, экономической жизни. Выражаясь языком не парламентским, не дипломатией, страна просто в заднице. Именно потому, что во главе ее не такие люди, как Шлындиков, а там Карпенковы, Озаренки и прочее, прочее. Амкадор был предприятием, которое первое прошло акционирование и переход на рыночную организационную структуру. И все это не без участия Шлындикова. Прогрессивные люди не в приоритете у Лукашенко. Что сейчас,
что тогда. Но Шлындиков был не очень удобен режиму и еще потому, что был ко всему прочему и депутатом Верховного Совета Республики Беларусь 13-го созыва, председателем комиссии по экономической политике и реформам, а также членом Объединенной гражданской партии Беларуси, в которой был сперва сопредседатель в 94-95 годах, а потом заместитель председателя. В свое время он отказался от поста заместителя председателя Верховного Совета Республики Беларусь в пользу Геннадия Карпенко, считая его более перспективным политиком, что также положительно характеризует этого человека. Будучи человеком умным и совестливым, для которого Беларусь это не пустой звук, в 1996 году Шлындиков подписал заявление об импичменте Лукашенко. А такое он не прощает. Завод «Ударник», а потом созданный на его базе «Амкадор», всегда был сильным, хотя бывали и очень сложные времена. Но это был бренд, и поставлялся он в 25 стран мира. Все сотрудники являлись акционерами, людьми, причастными к каждому, даже маленькому успеху. Это было настоящее сообщество единомышленников. Однако в 1998 году пришел другой акционер, и все поменялось. С его приходом акционерам, тем, кто создавал предприятия, перестали платить дивиденды, прикрывшись модернизацией. Потом всем урезали пенсии, в том числе специальные, амкадоровские. И вот в 1998 году впервые появляется в истории Амкадора печально известный директор НПО Проммединвест, а также главный врач медцентра МТЗ Александр Васильевич Шакутин, который вместе с гражданами Непала Махата Упендра и Шерстхани Радж, одного из которых прямо связывают с семьей короля Непала, приобрел контрольный пакет акций ОАО «Амкадор». Для режима это была возможность взять под свой полный контроль успешное предприятие с назначением неизвестного широким кругам Шакутина в качестве ответственного лица без каких-либо материальных вложений. Доподлинно неизвестно, где и когда Шакутин смог так понравиться Лукашенко. Возможно, любовь зародилась вместе со схемой по привлечению непальцев с большими деньгами в Республику Беларусь, которые были его партнерами по НПО «Проммедсервис» и зарекомендовали себя с положительной для Лукашенко стороны. В 2012 году в результате дополнительной эмиссии акций Амкадора владельцем контрольного пакета предприятия стала компания ООО «Интерсервис», которая на то время принадлежала Шакутину и его партнеру из Новополоцка Николаю Воробью, которого никто в лицо не знал и вообще считалось, что он миф. Впоследствии было создано общество Новонеп, которое необходимо было чем-то наполнить с точки зрения финансов. И Шакутин сделал, можно сказать, ход конем. Он наполнил ООО Новонеп акциями Амкадора. Да в таком количестве, что просто мама не горюй. И вот в этом вот всем есть очень интересный нюанс. В процессе создания фильма мы очень часто сталкивались с вопросом, так кто же и в каких долях владеет Амкадором. Эта информация не для всех, так сказать. Но пора приоткрывать тайну. Итак, владельцем Амкадора являются резиденты Республики Беларусь из числа юридических лиц, Государственный комитет по имуществу, 7,6% акций, ООО «Новонеп» 53,99% акций, ООО «Спамаш» 14% 0,6% акций, Синтез Инвест Групп 10,6%. Есть среди акционеров и физические лица, но им принадлежит минимальный пакет акций 7,5%, из которых гражданам Республики Беларусь принадлежит 7,4% акций. В голове одни цифры с утра до ночи. Десятичные дроби, высокие частоты. Бац-бац-бац-бац. Мы уверены, что 7,4% это и есть Шакутин. Вот и получается, что через Новонеп, Спамаш и акции физического лица Шакутину принадлежит контрольный пакет Амкадор, или фактически 76% акций. Офис холдинга располагается по адресу город Минск, улица Бровки, 8, и изнутри он выглядит очень солидно. Вся отделка вестибюля выполнена из мрамора в приятных тонах. Встречает гостей, попавших вовнутрь, логотип холдинга. Для комфортного ожидания слева от входа расположены очень удобные кожаные диваны. Так, во всяком случае, это выглядит в дизайн-концепции реставрации головного здания холдинга. Кабинет владельца холдинга тоже впечатляет. Паркет, дорогая мебель, выполненная по эксклюзивным заказам. Но теперь давайте поговорим о владельце этого роскошного кабинета. Александре Васильевиче Шакутине.
Шакутин Александр Васильевич родился в деревне Большое Бабино Аршанского района Витебской области 12 января 1959 года. Образование высшее, закончил в 1986 году Минский государственный медицинский институт, специальность лечебное дело. Работал трактористом в колхозе «Родина» Аршанского района, заместитель секретаря комитета комсомола МГМИ, командир-инструктор зональных штабов Минского областного комитета ЛКСМ. Период с 86 по 97 связан с медицинской деятельностью, так сказать, профильной для Шакутина. Как мы уже отмечали, Шакутин был главным врачом медцентра МТЗ, и это первая отсылка к тяжелому машиностроению. Осознав, что после распада совка в коммерции можно зарабатывать больше, видя приоритеты государства, Шакутин становится директором НПО «Проммединвест», которая сперва занималась торговлей товарами народного потребления и медицинской техникой, а потом плавно перешла к торговле машиностроительной продукцией. Примерно с 1998 по 2005 год Шакутин и его достаточно близкие друзья Игорь Субботин и Ярослав Буяльский, и в том числе эти два непальца, про которых мы говорили немножко ранее, начали постепенный отжим власти в Амкадоре. Они постепенно скупали все акции, так как акции Амкадора принадлежали изначально рабочим. Ознакомившись с рядом документов, мы поняли, что Шакутин банально вписался в штатное расписание для получения дополнительных средств, то есть зарплаты. Зарплата у Шакутина в этой должности достаточно приличная, без малого 6 тысяч рублей. Естественно, это не основной заработок Александра Васильевича. За такие деньги едва ли можно считаться кошельком Лукашенко. Но учтем и этот факт. Средняя зарплата по холдингу в 2022 году составляла 1744 рубля. И подчеркнем, это средняя зарплата абсолютно всех работников холдинга, включая и так называемых топ-менеджеров. А теперь давайте учитывать, что всего в Амкадор работает около 7000 человек. Получается очень интересная картина. Руководство получает 8-10 тысяч рублей в месяц, топ-менеджеры свыше 3000 рублей, а средняя зарплата составляет 1744 рубля. Несложно догадаться, что реальная зарплата рабочего гораздо ниже средней зарплаты по предприятию. Получается, как в анекдоте, кто-то кушает мясо, кто-то капусту, а в среднем получается, что оба едят голубцы. И мы не просто так сказали про общую численность работников Амкадора. Хотя тут скорее надо показать. Организационная структура холдинга очень витиевата, но архитектура выполнена таким образом, что все структуры, подструктуры, надструктуры, вне структуры – все подчинено совету директоров, бессменно возглавляет который, конечно же, Шакутин. В состав холдинга входит более 20 предприятий, на которых и работают, как мы сказали, более 7000 сотрудников. Подчеркнем, что за последние годы в связи с войной, которую развязала Россия против Украины, и санкциям за приближенность Шакутина к Лукашенко, им был потерян контроль над предприятиями Амкадор Балтик и Амкадор Укрспецмаш. Потеря первого сильно ударила по холдингу, так как через эту компанию осуществлялась как реализация продукции холдинга, так и поставка комплектующих из стран ЕС. Но, естественно, не одним Амкадором живет Шакутин. В разные годы Александр Васильевич владел либо владеет до сих пор общество с ограниченной ответственностью, Искомет, Техпромимпекс, Салео, управляющая компания холдинга, Медтехинвест, Рияда Ойл вместе с Алексиным, Воробьем и обществом с ограниченной ответственностью Спамаш, Новополоцкое общество Интерсервис, Спамаш, Шмел Интернешнл, ВТФ Авко, Белкастранс, ПМИ Инжиниринг, Беларити, Шантер, Нованеп. Некоторые из этого списка прекратили свое существование полностью, например, Шмел Интернешнл или Медтехинвест. Какие-то из списка компаний прекратили свое существование в результате реорганизации. Так, Шантер было присоединено к Нованеп, Салео, и торговый дом Салео и различные более мелкие предприятия были преобразованы в Салео, управляющая компания холдинга. Кстати, туристическая фирма Шантер, которая переводится как «шиковный отпочинок на территории Радимы», с 2015 по 2019, то есть до момента реорганизации, возглавляла небезызвестная Наталья Питкевич, занимавшая должность генерального директора. Наталью Питкевич считали одним из самых влиятельных людей в режиме Лукашенко. Ей было всего 29 лет, когда она получила первую высокую должность рядом с Лукой, его пресс-секретарь.
В ноябре 2004 ее назначили заместителем главы администрации диктатора. В 2009 году Наталья Петкевич стала первым заместителем главы администрации. С сентября 2011 года занимала должность помощника диктатора. Но до Шеймана ей, конечно, еще очень далеко. Тот прям по должностям скакал, как парень серьезный. Кстати, про Шеймана вы можете посмотреть в нашем предыдущем расследовании. Ссылка, как говорится, в описании и вот здесь в подсказках. С сентября 2011 года занимала должность помощника диктатора. И, естественно, Наталья Владимировна с 2006 года за участие в фальсификациях президентских выборов 2006 года находится в санкционных списках стран ЕС и США. Это кадры из фильма Юрия Хощевацкого «Площадь» 2006. Тогда, ровно как и любые президентские выборы в Беларуси эпохи Лукашенко, были и ужасные репрессии, и безумные фальсификации, избиение мирных демонстрантов, проклятый Запад, деньги и украинские диверсанты и, конечно же, крысы в ведре. Так что нахождение Петкевич в санкционных списках было максимально оправдано. 1 октября 2014 года Лукашенко своим распоряжением освободил Наталью Петкевич от должности, и она перешла работать к Шакутину. Это не мое увлечение, но и не бизнес, просто так сложилась судьба. Именно так комментировала свою новую работу Петкевич. В 2018 году туристическая компания Шакутина и Wellness Solution открыли первый в Беларуси центр индийской псевдонауки. В этом же году Петкевич третий раз вышла замуж. В этот раз за дипломата Валентина Рыбакова, который с 2017 года является постоянным представителем режима Лукашенко в ООН. С 19-го Петкевич живет в загнивающей и так ненавистной для Лукашенко Америке. Прикиньте, живет на загнивающем Западе, а сама занимала такие должности при Луке. Ну это же просто какой-то сюрреализм, что ли. Однако многолетняя работа на режим никогда не отпускает Наталью Владимировну. Петкевич разрешено приезжать только в Нью-Йорк по линии ООН, но и там ее посещение ограничено 25-километровой зоной. Представьте, Петкевич не может выехать, вот если поставить точку, вот здание ООН, дальше нее на 25 километров. Ну, это жесть полная. Я не знаю, как это даже сказать, какими словами. Ну, это, ну как? Ну, что это? Ну, едь ты уже назад в Минск, там, в этот, я не знаю, просто, ну, сиди там себе, занимайся, ну. Нет, надо красивая жизнь, Нью-Йорк, все дела. А знаете вообще реально, за что ее сняли? В 2014 году ей позвонил пранкер Вован, который якобы представился помощником Януковича и попросил соединить с Лукашенко. И этот звонок, который есть даже сейчас на Ютубе, вы можете его посмотреть. Это просто шедевр. Ну, сейчас у отца, конечно, несколько ситуация, ну, не очень хорошая, сами понимаете. И можно ли было бы решить вопрос, ну, это как, не знаю, запасной план, что переехать к вам, допустим, на какое-то время. Там прикол, короче, типа, там помощник, типа, сын Януковича звонил. Сын Януковича, якобы там, чтобы Лукашенко спрятал Януковича, когда вот, типа, Майдан в Украине был, типа, спрятать Януковича в Минске. И типа тот там уже такой, ну мы там безопасность обеспечим, там такие все дела, такой там Джек. А потом оказалось, что это пранк был. И, короче, это все на YouTube выложили. Прикинь, реально, позвонил какой-то левый чел пресс-секретарю и говорит: алло, здравствуйте, я сын Януковича. Говорит: хорошо, сейчас соединяем. Как раз уже было бы, можно сказать, уже Бакиева приютили, фамилии поменяли, паспорта новые выдали. Ну, уже можно и Януковича принимать там с сыном, конечно же. Практически в каждой компании из указанных ранее верными спутниками Шакутина были Воробей Николай Николаевич и Субботин Игорь Тимофеевич. Последний, к слову, возглавляет ПМИ Инжиниринг, ну а Николай Воробей владеет долями в Бремино Групп и в отошедшем ему Белкастранс. Но нас из этого всего списка владений Шакутина заинтересовала именно последняя фирма, о которой в прессе говорится незаслуженно мало – Нованэп. И вот почему. У Нованэп единственный владелец, коим и является Шакутин. И это стоит отметить, ведь столь малоизвестная компания владеет гигантом промышленности Амкадор. Но не только. В живописной части Минска, буквально в 200 метрах от водохранилища Дрозды и прямо напротив Дворца художественной гимнастики по адресу проспект Победителей 98, возводится многофункциональный комплекс, именуемый Шантер-Хилл, общей площадью более 140 тысяч квадратных метров. Заказчиком по строительному объекту выступает Нованэп. Но все более сложно, чем вы можете себе представить.
Начнем по порядку. Реализация указанного проекта осуществляется на основании инвестиционного договора от 12 сентября 2013 года номер 188, заключенного между Республикой Беларусь в лице Минского горисполкома и Нованэп. Срок завершения реализации проекта, согласно инвестиционному договору, был указан как 1 июля 2019 года. Подрядные работы на объекте выполняет китайская компания CITIC Constructions и ОАО ТРЭС номер 15 Спецстрой. И наличие дочерней компании крупнейшей государственной финансовой корпорации Китая CITIC Group является условием обязательным. Подчеркнем, обязательным, так как финансирование строительства осуществляется за счет средств инвестора и кредитных ресурсов Китайской Народной Республики. С начала реализации проекта до 5 июня 2019 года было освоено порядка 247 миллионов рублей. До завершения строительства планировалось освоить еще порядка 85 миллионов рублей. Итоговая сумма инвестиций на конец 2019 года находилась в границах 150 миллионов долларов США. 150 миллионов долларов США! Внушительно. Особенно, учитывая, что это все делается в кредит, да и сам проект выглядит, как вы заметили, серьезно. Залы для конференций, банк, теннисные корты, спа. Банку выделили в конечном итоге огромное помещение. И будет он размещен в 13-этажном комплексе, где площадь только лишь одного этажа составляет порядка 1000 квадратных метров. Но, как вы поняли, объект не сдан и по сей день. Виной тому многочисленные нарушения, выявленные во время осуществления строительных работ, постоянные проблемы с финансированием и иные проблемы, которые появлялись во время строительства. И вроде делали все как надо. Проводили совещания. Много совещаний. Очень много совещаний на любой вкус и цвет. Но кардинально ситуация не менялась. Все возможные сроки были нарушены, и до завершения строительства было еще очень и очень далеко. На ваших экранах справка за март 2019 года. Ничего не поменялось и в 2020. Замечаний скорее становилось только больше. И тогда заказчиком, то есть Нованэп, было принято решение дополнительно назначить ответственное лицо по строительству, а также более серьезно подключить внутренние ресурсы для осваивания кредитных денег. Только уже напрямую, через Амкадор. На должность управляющего строительством гостиничного комплекса был назначен заместитель генерального директора по строительству Амкадор Радаман Сергей Николаевич. Параллельно с этим Нованэп направил документы в адрес Амкадора о продлении договора по введению технического надзора за строительством объекта до 31 декабря 2023 года. Вместе с надзором, по логике, должен быть продлен и срок ввода в эксплуатацию. И поэтому уже Минским городским исполнительным комитетом было подготовлено решение о внесении изменений в разрешительную документацию. И таким образом оставалось дело за малым. Долгострой, который должен был быть введен в эксплуатацию в 2019 году, чудесным образом продлил срок введения до 2023. Тем же Мингорисполкомом 15 июля 2021 года было подготовлено решение о заключении дополнительного соглашения к инвестиционному проекту, и уже 16 июля того же 2021 года было подписано само дополнительное соглашение, которое продлевало срок реализации инвестиционного договора до... Правильно, 31 декабря 2023 года. Причем 31 декабря это крайний срок сдачи объекта. Подрядчиком осталась все та же китайская фирма CITIC, и поэтому проблем не стало меньше. Их количество осталось на старом прежнем уровне, то есть достаточно. Объект не сдан и по сей день, и есть сомнение, что к моменту публикации нашего фильма ситуация как-то кардинально поменяется. Но сам факт строительства этого комплекса, строительство за китайские кредитные средства, продление срока ввода в эксплуатацию — это своего рода маркер, который показывает близость Шакутина к Лукашенко. Едва ли какому-то простому застройщику позволили бы такую гибкость и лояльность. Едва ли простому человеку дали бы осваивать китайский кредит. В 2021 году продлить срок ввода в эксплуатацию объекта до 2023-го, который должен был быть сдан в 2019-м. Абы кому такие поблажки не делаются.
Но Шакутин и вправду непростой человек для семьи и входит в круг особенно доверенных лиц Лукашенко. Во всяком случае, на данный момент. Если такие формулировки уместны в контексте Лукашенко как человека, то Шакутин является чуть ли не его товарищем. Он у меня хороший знакомый Саша Шакутин. Другом, это может быть и громковато сказано, но товарищем вполне приемлем. Шакутин неоднократно летал с Лукашенко на государственном борте номер 1. Китай, Венесуэла, Катар, ОАЭ. Такова неполная география их совместных поездок. Вместе они летали, и когда Шакутин с молодой супругой отправились в свадебное путешествие. И это тоже яркий показатель. Лично принимает Шакутин Лукашенко как дорогого гостя и на своих предприятиях. Взамен же Лукашенко разрешает продавать государственные активы. Так, в 2011 году он своим указом разрешил продать Амкадор 3 завода. Дзержинский завод «Агромаш», Логойский завод «Эпос» и Минский приборостроительный завод. Изначально с первого шага в бизнесе мы для себя определили, что мы должны работать в соответствии с законодательством нашей страны. Такие обширные связи, прямой контакт непосредственно с Лукашенко сделали Шакутина далеко не бедным человеком, как вы понимаете. Другое дело, как он заработал собственное состояние. Тут ответ тоже понятный. Далеко не самым честным путем. Мы заработаем меньше. Может, мы будем медленнее идти по возрастающей. Но таковы реалии Беларуси. Шакутин не талантливый бизнесмен, не новатор или передовик. Не надо ему льстить. Он банальный приспособленец, который знает, как и за счет чего можно получить признание и одобрение лукавого. И богатство Шакутина конвертируется в том числе в имущество. Мы сегодня не работаем честно, платим исправно налоги. Так вот, в 2016 году Александр Шакутин приобрел себе квартиру по адресу Минск, проспект Победителей, 133. Стоимость ее оценивается в $250 тысяч США. Есть среди недвижимости и частный дом в элитном районе Минска по адресу Минск, улица Веснянка. Трехэтажный каменный жилой дом с цокольным этажом, летней кухней, навесом, общей площадью 524 квадратных метра. Общая площадь самого участка 1498 квадратных метров. Стоимость только одного участка оценивается в $600 тысяч США. Напомним, что официальная зарплата Шакутина в Амкадоре 6 тысяч белорусских рублей. Немало, но как-то не дотягивает до такого рода инвестиций. Это с учетом того, что сами дома в том районе, мягко говоря, не очень-то и дешевые. Дом меньших размеров, с меньшим количеством земли, принадлежащий бывшему начальнику охраны Лукашенко в Тюрину, продается за $1,3 миллиона. Так что цена особняка Шакутина будет еще больше. Намного больше. И это философия нашего бизнеса изначально, потому что у каждого есть момент соблазна. Мы все хотим заработать больше. Шикарная гардеробная, комната отдыха, спальни на любой вкус и цвет, с дорогой отделкой и другие сопутствующие богатому образу жизни реквизиты. Шакутин и не зря считается фаворитом Лукашенко. Он близок к семье настолько, что это позволило ему, в отличие от своих коллег по цеху, сделать и какую-никакую, но политическую карьеру. С 2008-го он стал членом Совета Республики, Верхней Палаты Белорусского парламента, а также членом Президиума Белой Руси, белорусского аналога Единой России. Предприятия, входящие в холдинг, любят посещать диктатор и вообще достаточно часто упоминают фамилию Шакутина. При посещении самих же предприятий Лукашенко обязательно, как мы уже сказали, встречает, конечно же, сам Александр Васильевич Шакутин. Как захожу, смотрю, ты у Шакутин подарил животных. Вы мне вспоминаете, да? Дом захожу. Маршруты движения диктатора по предприятиям тоже максимально информативны и продуманы. Лукашенко любит глазами. Он это понимает и прекрасно знает норов своего товарища. И в должниках ходить не хочет. Как мы сказали, Лукашенко любит глазами. Любит лезть. А реальное положение вещей? Да кого оно интересует? Камон. Шакутин должен показать, что он хозяйственник и у него все под полным и четким контролем. Иначе все может закончиться, как с тем же самым Чижом. И такие взаимоотношения позволяют Шакутину не только проситься на прием к Лукашенко, но и просить там, естественно, деньги.
Вашему вниманию предлагаем еще один любопытный документ. Это просьба Шакутина о встрече с Лукашенко. И все в этом документе есть. Шакутин слезно рассказывает о санкциях и давлении, благодарит Лукашенко за внимательное отношение к Амкадору, рассказывает, как Амкадор будет развиваться и просит о встрече, чтобы, цитируем, согласовать стратегию развития холдинга на ближайшие годы в сфере создания новых узлов, агрегатов и машин, а также обсуждение участия Амкадор в технических разработках по линии укрепления обороноспособности нашей страны. Обороноспособности? Этот пункт нас немного удивил, но заставил более детально поискать информацию. И, разумеется, информацию нашли. Про это мы расскажем в конце фильма, так сказать, самое интересное на десерт. Пока же зафиксируем. Под такой завуалированной формой подразумевается банальное. Шакутин хочет встречу с Лукашенко, чтобы попросить деньги. И вот тут кроется секрет выживания некогда могущественного предприятия. И мы не зря сказали выживание. По сути, холдинг Амкадор со всеми своими филиалами — это перманентно убыточное предприятие, которое живет исключительно за счет государственных дотаций, кредитов, субсидий и не только белорусских слов. Но не всем это помогает. Точнее, не все предприятия даже при такой тотальной поддержке можно спасти. Некоторые предприятия, такие как холдинг Салео, находятся в процедуре санации. Если простыми словами, то Салео полностью на дне. И не только он. Точнее, только он официально. А вот неофициально ровно в таком же положении находится все в империи Амкадора. Все предприятия холдинга в той или иной мере характеризуются высокой долговой нагрузкой. Так, зарегистрированным в России Амкадор Онега и Амкадор Брянск было отказано в 2022 году дополнительное кредитование из-за той самой высокой долговой нагрузки. Тем же закончился и запрос этих же компаний в адрес ВТБ на сумму 31 миллион российских рублей. А ведь годом ранее Амкадор Онега все же получил от Российской Федерации субсидию в размере 20 миллионов рублей для проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по современным технологиям. Результатов нет, но деньги освоены, зарплаты выплачены, как, собственно, и дивиденды. Но и это не спасает от различного рода манипуляций с деньгами, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Все тот же Амкадор Онега решил вывести часть дополнительного обеспечения по привлеченным средствам Фонда развития промышленности в рамках договора займа от 2020 года в размере 50 миллионов российских рублей на поручительство, что характерно, Амкадор Брянск и Амкадор управляющая компания холдинга, чтобы хоть как-то пополнить свою казну. Но тут другое интересно. Почему сам холдинг вписался в свою дочернюю компанию? Не другие предприятия, которых много, а именно холдинг. Откуда такая привилегия? Такая привилегия Онега дается, как вы поняли, не просто так. Основным акционером ООО Амкадор Онега является Шакутин, да только не тот. Шакутин Александр Александрович, то есть сын Шакутина-старшего. Отец всеми силами не дает упасть сыну в грязь лицом. Да и само Онега играет важную роль в схемах холдинга на территории России. А ведь ситуация на этом предприятии, мягко говоря, очень нехорошая. Так, за 2020 год Амкадор Онега под руководством Шакутина-младшего окончил с убытком. Чистый убыток предприятия составил без малого 500 000 рублей. И это с учетом кредитов, суд, займов, дотаций, которыми Онега, как и все предприятия холдинга по доброй традиции, обложены с ног до головы. И Амкадор Онега не исключение из общей картины. По состоянию на 24.02.23 года задолженность только перед банком открытия составляла 758 миллионов российских рублей. И для реструктуризации этого долга, как и всех других долгов, генеральный директор Онега делал запрос Министерству финансов Республики Карелия по проработке вопроса предоставления в 2023 году Амкадор Онега государственной гарантии Республики Карелия
в размере 2 миллиардов рублей Российской Федерации на обеспечение исполнения обязательств по кредиту. То есть, другими словами, на погашение задолженности по ранее взятым кредитам. И как мы сказали, Амкадор Онега не один, кто находится в таком ужасном положении. Амкадор Симаш имеет кредитный договор от 5 июня 2023 года с Банком развития на сумму 510 миллионов рублей и закладывает свое имущество для обеспечения кредита. Ведь больше обеспечивать кредиты нечем. Оборотных средств нет. И единственная возможность их появления – это кредиты. А ведь на этом предприятии все еще более плачевно, чем на самом Онега. Амкадор Симаш за 6 месяцев 2023 года имел убыток 490 тысяч рублей. Чистый же убыток составил 318 тысяч рублей или минус 2,8% по сравнению с прошлым годом соответственно. Причем рентабельность продаж самого холдинга в целом мизерная, 6,1%. И мы еще чуть позже поговорим, как вообще достигается эта минимальная рентабельность. Как мы сказали, все предприятия холдинга находятся в огромных долговых зависимостях от банков. То есть они, по сути, постоянно получают кредиты, потому что других денег у них нет. У того же Амкадор Симаш их 3, Амкадор Пинск 6, Амкадор Белвар 4. А есть же еще Онега, Симаш. Ни для кого не секрет, что экономика Беларуси плановая. Мы тоже не зря акцентировали на этом свое внимание. Другими словами, не важно, что необходимо рынку сегодня или завтра, если в плане написано производство чего-то в определенных объемах, то производить это надо. Причем в лучших традициях совка. Много и некачественно. Но главное, с ежеквартальным повышением плановых показателей. Иначе лишение премии, выговора, ну а в Беларуси то может быть еще что-нибудь и похуже. Вот и штампуют МТЗ, Амкадор, Гомсельмаш свою продукцию и уже потом выискивают рынки сбыта. В цивилизованном мире такое представить невозможно. Там предприятия либо известны всему миру бренды и за качество произведенного оборудования, либо техники отвечают своей репутацией, либо предприятия гибкие и легко лавируют в рыночных условиях, предоставляя рынку то, что ему нужно сейчас, и прекращая производство, когда продукция не востребована. Вы сами можете сейчас увидеть уровень техники, который производится в цивилизованном мире. В Беларуси все как раз наоборот. Тут действуют свои экономические принципы, которые приходится как-то интегрировать в жесткие реалии настоящего, а не вымышленного мира. И естественно, это мало кому удается, если вообще кому-то удается. Но тут на помощь приходит система управления государства, а она авторитарна. Значит, государство является регулятором потоков и само определяет, что, кому и сколько нужно. У него когда-то был лозунг, когда он настаивал на том, что ни одно предприятие при нем не было закрыто, не было продано, не было обанкрочено. Соответственно, все предприятия советского типа, которые на самом деле были изначально даже планово убыточными, в советское время, в принципе, не задумывались о том, чтобы предприятия были прибыльными. Вот их основная задача была просто, сказать, обеспечивать необходимый объем производства, под них выбивались, соответственно, материальные ресурсы и денежные и так далее. Вот. И, соответственно, идея Лукашенко, каким образом избежать банкротства, санации или там, закрытия этих предприятий, которые в противном случае были бы в нормальных рыночных условиях не имели возможность существования, это попытка объединения в холдинги. Вот Салео, в частности, один из холдингов, владельца Амкадора, это как раз один из таких машиностроительных холдингов. Он состоит из нескольких предприятий автокомпонентов. Предполагалось, и это вторая любимая идея Лукашенко, идея импортозамещения. То есть давайте мы будем выпускать что-то такое, может быть, не все сразу, но какие-то детали, которые будут замещать компоненты, из которых пока производится конечная продукция. Вот и получают разные коммунальные управления, типа ПМС, ДРСУ, совхозы, колхозы, разнарядку по обязательному приобретению техники. Эти разнарядки поступают в исполкомы, и там уже идет распределение, что и куда поставить. Нужна им техника или нет? Есть на нее спрос или нет, никого это не беспокоит. Есть разнарядка, и ее необходимо выполнять. Государство помогает этим предприятиям с кредитом и лизингом через открытое акционерное общество Промагролизинг. Но логичным это действие все равно больше не выглядит.
То есть, простыми словами, завод производит технику, которую не может продать, но производить ее обязан, чтобы не закрыться. И чтобы хоть как-то разгрузить склады, государство посредством своего аппарата принуждает брать эту технику в лизинг другие субъекты хозяйствования. При этом само же кредитует предприятие производителя на производство никому не нужной техники. Ведь свободных оборотных средств, как мы уже сказали, у самих предприятий нет. И оно обязано подчиняться государству по условиям кредита. При этом само же государство вынуждено обращаться за кредитами в Россию или Китай, уничтожая будущее государства в целом, погружая его в тотальную кредитную зависимость, но выполняя показатели здесь и сейчас. Первое, что приходит на ум, это ненормально, и описать это цензурными словами достаточно сложно. Но таковы реалии при режиме Лукашенко в нынешней Беларуси. И как вы понимаете, санкции к этому обороту денег, кредитов в природе не имеют никакого отношения. Так было всегда. И до санкций, и во время. Когда-то больше, когда-то меньше. Санкции лишь усложняют жизнь, рвут цепочки, уменьшают наполнение собственных кошельков таких людей, как Шакутин. И вот чем их больше, и тем сложнее становится режиму, тем сложнее ему выкручиваться, и тем меньше денег оседает не на производственных счетах. К санкциям мы скоро вернемся. А сейчас поговорим о положении дел холдинга в целом, а не отдельных его частей. Да, потому что на самом деле история финансового положения Амкадора, она такая достаточно удивительна. Эта компания имеет довольно большие долги, причем большую долю долгосрочных долгов, причем как сказать, она оперативно убыточна. По крайней мере, последние годы. Я не знаю, что там было вот как раз сейчас, когда в России образовались эти, значит, ниши из-за ухода западных компаний. Но, тем не менее, смысл заключался в том, что независимо от того, росла ли выручка у нее, уменьшался ли выручка, но как бы долги росли, и он был устойчиво убыточным предприятием. Это позволяло, помимо вот этих всех льгот при продажах, еще и настаивать на получении государственной поддержки. И вот это самая интересная деталь, потому что эта государственная поддержка в последнее время начинает выражаться не только в льготных кредитах, но и таких кредитах, которые, в принципе, могут не возвращаться деньгами. Согласно отчету, производственно-хозяйственная деятельность холдинга Амкадор в первом квартале 2023 года вышла с убытком. Такая тенденция, по мнению аналитиков Амкадора, сохранится до конца года. Не помогают и кредиты, а их у Амкадора в избытке. В соответствии с пунктом 1 распоряжения Лукашенко 13 октября 2016 года номер 177 РП Амкадор 24 сентября 2016 года предоставлен бюджетный займ в размере 45 миллионов долларов США ежеквартальной уплатой процентов за использование им в размере 7% годовых. Остаток задолженности только по одному из бюджетных займов составляет 39 миллионов долларов США. Кредит погашается с трудом. И это лишь часть проблем Амкадора. За 6 месяцев 2023 года только за счет девальвации курса российского рубля недополучено чуть больше 9 миллионов белорусских рублей. Вместе с тем курс доллара вырос с доведенных изначально 2,7 до 3 рублей или плюс 8,9%. Сейчас же эта ситуация еще хуже. Переплата по обслуживанию кредитного портфеля составила чуть менее 2 миллионов рублей. Другими словами, продают в Россию за рубли, которые обесцениваются, берут кредиты у государства в долларах, который растет, и, соответственно, отдают так кредит тоже в долларах. Итог: только в результате курсовых движений недополучено 11,1 миллионов белорусских рублей или 3,5 миллиона долларов. Выходом из сложившейся ситуации Амкадор видит правильно в привлечении новых кредитов, чтобы перекрыть старые. А именно, цитируем: с целью предотвращения прекращения финансирования производственных процессов Амкадор в настоящее время ведется следующая работа. Первое. Подготовлен запрос и обоснование для представления в Совет министров, Министерство промышленности, Министерство финансов Республики Беларусь и АСБ «Беларусьбанк» относительно реструктуризации кредита в соответствии с указом номер 93 на сумму 114 миллионов белорусских рублей с установлением сроков погашения в 2024 году. Второе.
Ведется взаимодействие с ПСБ Банк России по переносу сроков части задолженности на сумму 190 миллионов российских рублей с ноября-декабря 2023 года на период с ноября 2023 года по декабрь 2024 года. Третье. Ведется взаимодействие с БРУП «Белэксимгарант» и Банк развития Республики Беларусь по увеличению лимита задолженности предприятий группы «Амкадор» с 114 миллионами белорусских рублей до 123 миллиона рублей. В рамках нового лимита планируется привлечение дополнительного кредитования в соответствии с указом номер 534 на сумму 9 миллионов рублей. Четвертое. Ведется взаимодействие с АСБ «Беларусьбанк» по привлечению дополнительного финансирования на сумму 39 миллионов США для досрочного погашения бюджетного займа и уменьшения рисков, связанных с возможным повышением стоимости доллара. Если судить по докладной записке на имя так называемого заместителя премьер-министра Пархомчика, мы узнаем, что по состоянию на 1 сентября 2022 года кредитный долг Амкадор, управляющая компания холдинга, составлял 508 миллионов рублей или более чем 160 миллионов долларов США. И из-за высокой кредитной нагрузки ежемесячно происходит вымывание оборотных денежных средств в размере 2,5 миллионов белорусских рублей только на уплату процентов или практически $1 миллион ежемесячно. С целью реструктуризации этого долга проведено заседание с представителями Беларусьбанк. Как мы узнали позже, все это результатов не возымело. Поиски решения вопроса продолжились. Так Амкадор обратился с ходатайством о возможности реструктуризации сроков по договору бюджетного займа, приходящийся к погашению в 2023 году на 2023-2025 год равными долями в рамках указа Лукашенко от 14 марта 2022 года номер 93. Но ходатайство поддержано не было. Из этого же документа следует, что Амкадор обращался с просьбой о дополнительном финансировании в размере 20 миллионов белорусских рублей в рамках указа Лукашенко номер 185С. Получен ответ, что лимиты распределены. В 2023 году руководство Амкадора неоднократно ходатайствовало о дополнительном финансировании в рамках указа 25 августа 2006 года номер 534. Однако кредитующим банкам и страховщиком установлен совокупный предельный размер задолженности группы Амкадор в размере 105 миллионов белорусских рублей, который выбран еще в 2022 году. И вот же ж незадача. В начале 2023 года из инновационного фонда Минского городского исполнительного комитета Амкадор получил 804 тысячи рублей. Вплоть до того, что предприятие, которое у тебя в результате получилось, нагруженное вот этим всяким мусором, который тебе не было нужно, оно оказывается оперативно убыточным. И разумным поведением владельца этой компании является извлечение, присвоение частное, что называется, денежного потока. Капитализация этой компании невозможна. Больше того, как я уже сказал, долги берутся таким образом, что в случае чего эта компания постепенно отойдет государству. Пожалуйста, забирайте. Ну а результатом что становится? Результатом становится то, что фактически выстраивается паразитический бизнес, который в конечном счете, если мы выкинем всю вот эту промежуточную цепочку, которая совершенно не нужна, смысл заключается в том, что ты получатель государственных льгот и получатель государственного льготного финансирования. Что при продаже, что финансирование при производстве. И значит, смысл этой системы, когда ты на самом деле присваиваешь ренту, а не производишь что-то полезное, не создаешь добавленную стоимость, приводит к тому, что у нас не получается капитализированных компаний. То есть, грубо говоря, у нас получаются компании, чистая стоимость которых отрицательна с учетом всех обязательств и всех долгов и их денежного потока, который они генерируют. Вот, собственно, такой результат. И если вы думаете, что Шакутин прекратил попытки получить дотации от государства, то вы глубоко ошибаетесь. 23 октября 2023 года Шакутин направил письмо в Министерство промышленности с просьбой поддержать рассмотрение вопроса о выделении 225 миллионов рублей сроком на 10 лет. В своем письме Александр Васильевич был достаточно сдержан в дополнительных причинах упадка Амкадора, сославшись только лишь на санкции. А вот генеральный директор холдинга Яроцкий Андрей Владимирович был куда более лаконичен. В письме тому же Министерству промышленности Яроцкий пояснял, что: Первое.
Причинами снижения финансовой стабильности холдинга стали ухудшение условий реализации выпускаемой продукции и изменение конъюнктуры рынков вследствие санкционного давления Запада в адрес Беларуси и России. Другое – экспансия на рынке России после ухода из страны ведущих западных брендов, китайских производителей строительной, дорожной, коммунальной техники в условиях фактически полного отсутствия каких-либо заградительных мер со стороны правительства Российской Федерации, создала для продукции АМКАДОР ситуацию неравной конкуренции. Это, в конечном счете, привело к утрате холдингом своих позиций на отдельных сегментах российского рынка. Также Яроцкий указал, что дополнительное негативное влияние оказало расторжение контрактов на поставку лесозаготовительной техники между АМКАДОР и Промагролизинг по причине отказа конечных покупателей от поставки техники из-за срыва сроков отгрузки. В итоге письмо Яроцкого заканчивается сперва фактическим ультиматумом. В случае отсутствия запрашиваемой поддержки со стороны правительства, АМКАДОР не исключает реализацию негативных сценариев, предполагающих быстрое вымывание оборотных средств, остановку реализации инвестиционных проектов, поэтапное сокращение производства, а также снижение уровня заработной платы занятых работников. И даже своего рода угрозой. При отсутствии поддержки не исключается вероятность привлечения холдингом зарубежных ресурсов, как кредитных, так и с возможностью привлечения инвестиционного капитала. Последнее выглядит не очень убедительно, и по нашему мнению, на такого рода шантаж никто не будет обращать внимания. Да и Яроцкий, на что он влияет? В самом документе особенно примечательно выглядит другое, а именно перечисление реальных проблем: санкции, отсутствие оборотных средств, которые замещаются кредитами, соответственно высокая долговая нагрузка, невозможность дополнительного кредитования и потеря рынка России вместе с разрывами контракта. Другими словами, плохо везде и по всем направлениям. Абсолютно. Тут выделяется разве что фраза «потеря части рынка России». Но если бы только части. К ней мы вернемся буквально через мгновение. Но сперва заострим ваше внимание еще на одном документе, который, так сказать, окончательно добьет миф о промышленном гиганте и о плоте стабильности АМКАДОРе. Это справка о задолженности как самого холдинга АМКАДОР, так и его всех предприятий, которые входят в его структуру, перед Банком развития Республики Беларусь. Из нее следует, что перед Министерством финансов Республики Беларусь и банками холдинг АМКАДОР имеет задолженность только лишь по процентам в размере 7 миллионов белорусских рублей. Более того, на 1 ноября 2023 года имеется просроченная задолженность по погашению кредита в рамках указа Лукашенко номер 93 в размере 38 миллионов белорусских рублей. Картина ужасающая и очень отличается от того, что преподносит государственный пропагандистский аппарат, который постоянно отчитывается об успехах экономики и АМКАДОРа в частности. АМКАДОР – один из флагманов белорусского машиностроения. Выпускает технику для разных отраслей экономики. Аналогов нет во всем СНГ. На 17 заводах свыше 125 моделей машин. И в прошлом году, и в этом году показывают хорошие итоги, хорошие темпы роста, как производства, так и экспорта. Как пропаганда пиарит промышленность. Хотя на самом деле мы по всем документам видим, что там ну слушай, когда тебе говорят, что предприятие или миллиардер, а на самом деле предприятие закроется, если ему в очередной не дадут кредит, то это не предприятие. Это просто не знаю, это буржуйка, в которую ты просто вкидываешь деньги, вроде тепло, но это только лишь на мгновение. Если ты не будешь вкладывать деньги, она просто затухнет. Как вы заметили, практически в каждом документе АМКАДОР ссылается на санкции, которые не работают, по мнению пропаганды Министерства промышленности или так называемого премьера Головченко. Санкции даже сыграли на пользу предприятию, заставили почти полностью перейти на собственную комплектацию, подстегнув конструкторские бюро, а маркетологи быстро переориентировались на рынках сбыта. Оказывается, они работают, и бьют они достаточно больно. Например, из-за санкций в отношении АМКАДОРа и лично Шакутина были прекращены поставки комплектующих иностранного производства, ведущие тандемные мосты, системы управления манипуляторов, харвестерные головки, гидроаппаратура и много еще другого. Из-за прекращения поставок
были нарушены изначальные сроки исполнения контракта. Дополнительно к этому цены на продукцию были же ведь зафиксированы на момент подписания контрактов, то есть 2021 год, до введения практически эмбарго на работу не только с Республикой Беларусь, но и с Россией, которая выступала для Амкадора своего рода хабом для работы с европейскими производителями с 17 декабря 2020 года, то есть с момента введения санкций в отношении Шакутина за связь с Лукашенко. Стоимость харвестерной головки Нисула 500 до санкций была 39,6 тысяч евро. После введения санкций стало 69,3 тысячи евро, то есть плюс 75% к стоимости. Но и помимо санкций имеются серьезные проблемы. Это китайцы, если кто-то не знал, которые стали поставлять свою технику и захватывать основной рынок, то есть Россию. Техника там может быть и плохого качества, хотя и то не факт. Но самое главное, она гораздо ниже в цене. И это вот факт. Практически по всем позициям продукция Амкадора абсолютно не конкурентоспособная на своем основном рынке. Причем по некоторым позициям китайская продукция на 60% дешевле аналогично производимой Амкадором. Представьте себе, при таких многомиллионных вливаниях основной рынок, то есть Российская Федерация, проигран уже сейчас. Проигран китайцам, потому что их техника дешевле. О чем, собственно, Яроцкий говорит, пускай в некотором роде завуалированно. Значит, а почему же, собственно, вот такая ситуация сложилась? Потому что выяснилось, что вся программа, это не только машиностроение касается, практически вся программа импортозамещения Лукашенко, особенно в последние годы, особенно в ситуации, когда он рассчитывал, что сейчас освободится ниша, вызванная уходом конкурентов, и, наконец, белорусская продукция заполнит ее полностью. Выяснилось практически по всему направлению машиностроения, это особенно хорошо заметно, значит, что произошло импортозамещение западного импорта в России китайским импортом, но не белорусским. Доля белорусской продукции, несмотря на рост общего рынка, она продолжает снижаться. Попытки закрепиться на российском рынке не ограничиваются продажей техники, то есть только лишь техникой. Идут также постоянные поиски иного внедрения в российский рынок. Так, в декабре 2022 года Амкадор подписал меморандум с автомобильным заводом «Москвич» по производству малых коммунальных машин. Выгоды в этом мало. Фактически на базе узлов Амкадора «Москвич» будет производить технику под своим брендом. Единственный бонус – это земельный участок площадью не менее 20 гектаров с подведенными коммуникациями для строительства завода по производству строительной и коммунальной техники. Для чего это нужно? Не очень понятно. За счет чего это будет реализовано? Очевидно. За счет новых кредитов. Пути решения всех имеющихся проблем ищутся не то что постоянно, а фактически ежедневно. Санкции и пути их обхода не исключение. И все для того, чтобы сделать свою технику маломальски конкурентоспособной и не допустить простоев на производстве, которые могут вызвать так ненужный социальный взрыв среди рабочего класса. Вот за такое Лукашенко точно не простит. Так что обход санкций ежедневно на повестке дня. И кое-какие успехи в этом направлении имеются. Так, харвестерная головка Нисула 500 финской компании Кесла будет поставляться на Амкадор через ООО «Аксма». Часть оборудования и комплектующих планируется поставлять через дочернюю компанию немецкой Liebherr. Liebherr Нижний Новгород, который и по сей день не ушла с российского рынка. Но не только это. Нашей команде пришлось приложить огромные усилия, чтобы найти эту информацию, но это стоило того. Как мы вам уже сказали, есть в империи Шакутина такое предприятие, как ООО «Салео». Сейчас это предприятие находится в процедуре санации. Это такое оздоровление предприятия. Но эта процедура подходит для цивилизованного мира. В случае же с Беларусью санация – это откладывание немного на попозже неминуемой кончины предприятия. Другими словами, «Салео» умирает, и государство всеми силами пытается продлить мучения этого предприятия, прикрывая это якобы благородными намерениями. При этом же вкачивая, по сути, мертвое производство миллионы рублей. Именно поэтому срок санации продлен до 19 октября 2028 года. А для Салео Гомель до 15 октября 2028 года. Возможно, с точки зрения Лукашенко, закрытие ряда предприятий — это непопулярная мера. Ведь как у такого хозяйственника может что-то обанкротиться? Получается, не досмотрел или не знал? Вот тут и есть тонкий, с точки зрения Лукашенко, и опасный момент. Но для Шакутина Салео
важен по другой причине. И он явно это донес до владельца душа впечатлений. Итак, главный офис Салео находится в Дзержинске. Раньше там был завод по капитальному ремонту дизельных двигателей, который в 2011 году выкупил Шакутин. В 2013 году он зарегистрировал Салео. Название это тоже выбрано не просто так. Так называлась песня одной посредственной певицы, которая некоторое время была близка с Шакутиным. Но и о ней мы еще, конечно же, поговорим. Итак, в марте 2014 года на предприятии побывал Лукашенко. По результатам визита было принято решение о создании гидравлического холдинга Салео. В апреле 2014 года Салео переименована в ООО Салео, управляющая компания холдинга. Как докладывал Шакутин лично Лукашенко, общие инвестиции должны были составить порядка 200 миллионов долларов, а окупаемость проекта 5 лет. Не наебывай меня, Тони. Даже не пытайся ебать. Но не получилось. Деньги вложены, время прошло, а результаты, мягко говоря, плачевные. А по сути, так они вообще ужасны. Так еще и санкции. Ко всему прочему, санкции ударили очень неприятно. Но его сохраняют. Вопреки здравому смыслу его все равно сохраняют. И возможно причина вот в чем. Как мы уже сказали, дело в санкциях. Но только не в санкциях, которые наложены на Салео, а в санкциях, которые Салео будет пытаться обходить. Ни для кого не секрет, что на различного рода машиностроительных предприятиях имеется оборудование. И, как правило, импортного образца. Ведь именно на нем можно точно, качественно производить продукт. И такого оборудования в структурах Амкадора много, и оно ломается. А так как весь Амкадор находится под санкциями, то комплектующие покупать возможности нет. Вот тут и нужен Салео. Для закупки в обход санкций комплектующих к станкам Салео использует китайскую компанию Shenzhen 5G. Именно она покупает детали для станков ЧПУ под санкционному Амкадору. Так, например, в соответствии с контрактом, который мы показали, закупаются лазерные датчики производства японской компании Metrol, а также электродвигатели и шестерни. Факт поставки доказывает платежное поручение 1888 от 5 июня 2023 года по указанному выше договору. Договор является рамочным, и поставки комплектующих производятся путем подписания дополнительных соглашений к ним. Также Салео через китайскую компанию Shenzhen 5G закупает для своего оборудования реле безопасности, поворотные кодовые переключатели и держатели резцов, револьверные головки производства японской компании Ямазаки Мазак. Кроме этого, производится закупка кареток и линейных направляющих для самих станков Мазак. Вот вам абсолютно доказанный обход санкций. Более того, зафиксированный и доказанный. Естественно, как вы понимаете, фильм расследования — это своего рода бонус в процессе работы такого рода информации. И попытка показать, что мы знаем намного больше, чем им хотелось бы. Почему же санкции так болезненно бьют по машиностроению? Потому что, помимо рынков сбыта, логистики, они нарушают еще и внутренние процессы. Это нормальная цена для тех, кто поддерживает режим. Это адекватная ответная мера цивилизованного мира по отношению к режиму. И поэтому им приходится искать обход этих санкций. Все это делается по нескольким причинам. Во-первых, нужно хоть как-то навязывать конкуренцию на своем основном рынке, иначе совсем будет не до улыбок. Во-вторых, высока вероятность, что без запасных частей иностранное оборудование, имеющееся в Амкадоре, просто не будет работать. Чинить его некому, запасных частей нет, и значит будут простои. Ну и в-третьих, решить это можно было бы заменой оборудования западного на оборудование российского образца, но денег на это попросту нет. Да и уровень станкостроения в России, надо сказать, критически низкого уровня. При этом там тоже и программное обеспечение, и различного рода узлы применяются западного производства. Давайте повторим. Амкадор абсолютно убыточное предприятие, руководят которым полностью некомпетентные люди, которые имеют многомиллионные долги, живет за счет кредитов, не имеет оборотных средств, техника которого уступает даже китайцам, как по качеству, так и по цене. И при этом продается на внутреннем рынке только лишь из-за государственного аппарата принуждения. При этом из-за Шакутина Амкадор, собственно как и сам Шакутин, находится под жесткими санкциями за связь с режимом Лукашенко. И в связи с этим постоянно ищутся лазейки для обхода санкций. Просто сказка. Тотальная некомпетентность. А что до санкций, то они работают.
и отказ от них – облегчение жизни режима. И вот таких фотографий с улыбающимися и беззаботными хозяевами страны будет значительно больше. И мы вот не просто так вернулись к этому фото. Надо же было вас как-то к нему вновь подвести. Это логично. В первой части нашего фильма мы акцентировали на нем свое внимание. И не просто так. На этом фото есть человек, который связан с Шакутиным больше, чем известно широкому кругу лиц. Наша задача – это исправить. Как вы заметили, на фото обведена девушка, которая удостоена нахождения в кругу семьи диктатора. Причем в самом близком кругу. Абы кого так близко не подпускают. Кто-то должен был обязательно похлопотать в решении этого вопроса. Если кто-то не узнал заслуженную артистку Беларуси, которая представляла нашу страну на песенном конкурсе Евровидение 2013, то знакомим. Алена Ланская. Ну, если быть точнее, не Алена, а Елена. И не Ланская, а Лепохина. Но по уже сложившейся традиции давайте обо всем поэтапно. Лепохина Елена Михайловна, 1985 года рождения, уроженка города Могилев, Республика Беларусь. Одиозная лукашистка, участница песенного конкурса Евровидение 2013, занявшая в финале 16 место из 26 участников. Раньше Лепохина выглядела вот так, теперь она выглядит так или вот так. Тут уж кому как нравится. Нам, к слову, не нравится и не так, и не так, и не так. Но мы не можем не заметить, как меняют деньги человека. Однако только лишь внешне. Внутренний человек остается таким же, каким он и был изначально. И если был с гнильцой, меркантильным, то таковым и останется. Тут деньги не могут ничего изменить в лучшую сторону. Разве что ухудшить. В ситуации с Ланской Лепохиной деньги только усугубили изъяны. Но главное, когда эти деньги у нее появились. А появились они у нее ровно в тот момент, когда рядом с молодой девушкой появился очень и очень богатый ухажер. Артистическая склонность у Елены была с детства. Во время работы еще в филиале номер 700 Могилевского областного управления Беларусьбанка она также подрабатывала, развивая свои вокальные способности в учреждении культуры, Могилевский городской центр культуры и досуга. Но не только там можно было лицезреть Елену. Выступала она также и в культурно-спортивном центре транспортного республиканского унитарного предприятия Могилевское отделение Белорусской железной дороги. Например, взлет выпускницы Белорусско-Российского университета Могилева начался в 2005 году после одного из выступлений молодых талантов Беларусьбанка, которое заметил лично сам Шакутин, который и пригласил Ланскую Лепохину в продюсерский центр «Спамаш». Далее фамилия Лепохина была изменена на Ланскую с перспективой получения фамилии Шакутина. И все шло как по накатанной. Шакутин деньги не жалел вообще. И вот в это время у нее, как говорится, началась шикарная жизнь. Диплом первой степени европейского музыкального конкурса «Сарандеф». Первое место международного конкурса «Кубок Европы 2009». Радиопремии «Золотое ухо», клипы, запись альбома, концерты на переполненных стадионах нашей страны. Бытовые вопросы Александр Васильевич тоже регулировал сам. В 2013 году Елена Михайловна обзавелась шикарнейшей квартирой в Минске по адресу улица Скрыганова, 4Б, общей площадью 92,5 квадратных метра. Да-да, речь идет о том самом протестном районе нашей столицы, ЖК «Каскад». По сегодняшним ценам такая квартира стоит без малого 150 тысяч евро. Откуда такие деньги могли оказаться у посредственной певицы, если бы не Шакутин? Естественно, все это не может происходить без помощи извне. Это аксиома. И Александр Васильевич, как опытный человек, знал, как добиться своего. Пассия тоже не оставалась равнодушна к своему достаточно немолодому молодому человеку, радуя его глаз и делая ему приятные подарки. Как вот этот, например, в виде памятной гравировки на стекле. Безвкусица, которую мы сперва приняли за надгробный памятник, если честно. Однако с текстом достаточно сомнительного характера для такого монумента. Ну что мы можем понимать в высоком искусстве? Главное, чтобы Шакутину нравилось. И ему нравилось. Дальше была элегантнейшая победа на Славянском базаре. И пускай со второго раза, но отбор на Евровидение. Денег, как мы уже сказали, Шакутин не жалел. Особенно он вложился в продвижение Елены на конкурсе Евровидения.
Песня производства западных композиторов. Бэк-вокалисты заграничные. Запись самой песни осуществлялась в Лондоне. Шакутин так проникся своей молодой подругой, что даже назвал одно из своих предприятий в честь песни для Евровидения. Салео. Просто так. Как можно? Ну это жесть, это просто жесть. Правда, в конечном итоге эти отношения стали поводом для разбирательства инспекции по налогам и сборам Фрунзенского района города Минска. В заявлении, которым Ланская Липохина называет Шакутина другом семьи и поясняет, что с 2006 по 2016 год Шакутин подарил ей $51 тысячу США. Она не пояснила, но, видимо, это на какие-то мелкие расходы. Но сказка закончилась, так и не дойдя до бракосочетания. И купание в купели не помогло. Как бы банально это ни звучало, но Шакутин нашел себе девушку помоложе. А если точнее, моложе на 10 лет Ланской Липохиной. К слову, как мы уже сказали, и предприятие в честь песни тоже разорилось. Сама же заслуженная артистка, выросшая и повидавшая в этой жизни разное, продолжила охмурять пенсионеров. Зарабатывая при этом довольно-таки неплохие деньги. Продавая при этом, естественно, совесть. Так что в целом мы знаем цену Ланской. Это недорого. Ну и результат такой себе. В 2020 году, во время президентских выборов в Беларуси и последовавших за ними мирными протестами, Елена Михайловна активно поддерживала Лукашенко, заявляя: «Просто белорусам надоело быть бедными, и они захотели стать нищими». Как это понимать или интерпретировать, мы не знаем. Но однозначно говорила она явно не о себе. Откуда ж ей знать, как живут простые граждане нашей страны? Она к их числу не относится. Также в 2020 году она же отметилась доносами на белорусов, которые вывешивали в Минске национальные символы бел-червоно-белый стяг во дворах, что зафиксировано в базе линии 102. То есть именно Ланская и была этим самым стукачом ЖК «Каскад». И именно из-за такой любительницы Лукашенко, как Ланская, каратели устраивали рейды в ЖК «Каскад», проводя обыски, задержания, прячась при этом в балаклавы от собственного народа. Чуть позже Ланская снялась в клипе «Любимую не отдают». Вместе с одиозными исполнителями из России и Беларуси участвовала в различного рода прикорытных шабашах. И потом писала заявление в милицию, что ее страница в Инстаграм заблокирована, и просила с этим разобраться. В этот момент где-то в мире очень сильно напрягся Цукерберг. Ябатьки они такие. Шакутин же выбрал себе в жены Сакиркину Марию Сергеевну, модель государственного учреждения образования Центр школы национальной красоты. Она же является участником общества Белтаможвилия, которая представляет различного рода клиентам какие-то таможенные услуги. В этом обществе пару Марии Сергеевне составляет, например, сын Шакутина Александр и Спамаш. Согласно материалам российских арбитражных судов, сфера деятельности Белтаможвилия – это реэкспорт цветов в Россию. Этот бизнес начал активно развиваться с 2011 года, когда Лукашенко своим указом создал льготы для импорта с целью реэкспорта. Схема нехитрая. Постановление полностью освободило импортеров, то есть Шакутина, от уплаты НДС, при условии, что товар будет вывезен из Беларуси. Это позволяет белорусским реэкспортерам не уплачивать налоги в госбюджет и зарабатывать на этом сверхприбыли. Директором Белтаможвилии является выходец из МВД Кугач Вадим Григорьевич, бывший заместитель начальника Главного управления Гестапо Беларуси, или же ГУБОП МВД в 2007 году, переведенный в центральный аппарат КГБ. И он же вместе с четой Шакутиных состоит в обществе с ограниченной ответственностью Logix. Белтаможвілія – гэта фірма ў Вілейскім раёне, якую аформілі на 75% належала маладой жонцы Шакуціна, і астатнія адсоткі былі падзеленыя паміж рознымі структурамі Шакуціна. І ў раёне таго часу, калі дзейнічала гэтая схема з кветкавым офшорам, мы бачым, што іх выручка расце з $50 мільёнаў, потым на $100 мільёнаў. Пры гэтым цікава, што калі мы паглядзім у гэты ж час за статыстыку па Вілейскім раёне па імпарце і экспарце, то экспарт мы бачым такі ж анамальны плеск экспарту, які супадае з лічбамі Белтаможвілі, то бок экспарту было на $150 мільёнаў, што супадае з выручкай Таможвілі $300 мільёнаў. Але імпарт мы бачым быў всплеск у 2 разы большы, то бок прыблізна на $300 мільёнаў. То бок из этого мы можем убачить, что
Шакутин куплял за 2 рубли и продавал в Россию за 1 рубель. Адпаведна, па ідэі, ён павінен быў несці вялізныя страты з гэтага, но мы разумеем, што чэз усё страты ўсё ж такі не нёс, раз он так актыўна развіваў гэты бізнес, а проста вельмі істотная частка з даходаў, якія яны атрымлівалі з Расіі, ішло міма казны. Марія Шакуціна мела долю в этой Белтамашвілі 75%. На яе была фактычна зарэгістравана мажарытарная доля в этой фірме. Значыць, сутнасць усёй гэтай схемы – это быў падатковы офшор, створаны указом Александра Лукашенко. Значит, у Беларуси, по-перше, это была не уплата НДС, а по-другое, это было то, что им дозволяли занижать кошты гэтых кветак, якія яны потым рээкспартавалі ў Расію. І, адпаведна, мы бачым, што у гэтым удзельнічалі толькі невялікая абраная колькасць людзей, якія ўсе зараз пад санкцыямі, потому что Еўразвяз их лічыць гаманцамі Александра Лукашенко, то бок тое, што яны ім даюцца такія кармушкі в эканоміцы Беларусі, дзе яны зарабляюць паводле, на думку Еўразвяза, не толькі для сябе, але адпаведна для тых, хто ім эту кармушку дае. Ну і сярод іншых буйных гульцоў мы бачым Александра Зайцева, ягоныя фірмы, і Віктора Шеймана, фірмы зарэгістраваныя спачатку на ягоную грамадзянскую жонку, а потым на ягоных блізкіх паплечнікаў. Таму мы з этого можам зрабіць выснову, што вельмі мала верагодна, што гэта дзейнічала мало того, што без ведама Александра Лукашенко, ён стварыў для этого умовы, вельмі мала верагодна, што это дзейнічала без асабістых прыбыткаў для сем'і Александра Лукашенко. Но есть в разветвленной структуре империи Шакутина очень интересное предприятие, которое достойно отдельного внимания в нашем фильме. И тут мы сразу хотели бы напомнить про письмо Шакутина Лукашенко и фразу про обороноспособность нашей страны. Казалось бы, где Шакутин и МКДОР, а где обороноспособность Беларуси? И вот, однако, связь все-таки есть, причем прямая. В разветвленной структуре МКДОРа существует производственное унитарное предприятие завод СВТ, занимающийся серийным производством осциллографов, вольтметров, чистомеров, генераторов, шумомеров. Список неполный, так как он достаточно обширен и не представляет большого интереса. И эта информация нас не интересует, так как она в основном открытая. Нас интересует скрытая часть работы этого предприятия. Предприятие ведь малозаметно и занимается важным для Лукашенко делом – работой на военно-промышленный комплекс Республики Беларусь. Эту деятельность никто не афиширует, так как может последовать неприятная реакция. И когда мы получили вот этот документ, мы поняли, какова связь Шакутина с военно-промышленным комплексом. Согласно этому документу за подписью Шакутина на имя Лукашенко, нам становится известно, что СВТ проводятся опытно-конструкторские работы совместно с Управлением ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь по созданию уникального артиллерийского радиолокационного комплекса разведки и обслуживания стрельбы «Шифр-Вартавы». Этот комплекс позволяет определять координаты вражеских батарей и корректировать стрельбу своих воинских формирований. Кроме того, предприятием в инициативном порядке проводится работа по созданию ударного беспилотного квадрокоптера «Шифр-Свислочь», который позволит уничтожать как вражеские беспилотники, так и наземные цели. Данный комплекс, по мнению авторов, является многоцелевым и не имеет аналогов в мире. Тут необходимо чуть больше осветить, над чем же конкретно работают конструкторы СВТ. По задумке разработчика планируется, что разрабатываемый комплекс Вартавы по своим параметрам будет соответствовать всем мировым аналогам и будет способен обнаруживать запуск ракетных систем залпового огня на дальности 32 километра. Такие характеристики позволят размещать АРК на удалении в нескольких километрах от линии соприкосновения. И по нашему мнению, они могут быть очень востребованы со стороны Министерства обороны России. С этим, к слову, согласны и все наши партнеры. Параллельно завод СВТ приступил к разработке и изготовлению опытного образца многофункционального беспилотного летательного аппарата с вертикальным взлетом и посадкой «Шифр-Свислочь СВТ». Заказчиком разработки является открытое акционерное общество «МКДОР», управляющая компания холдинга, для нужд Министерства обороны. Разрабатываемый БПЛА является многофункциональным и может выступать в качестве ударного БПЛА «Камикадзе», либо БПЛА «Истребителя». При этом разработка самого БПЛА-истребителя должна закончиться к 31 августа 2023 года. Плюсом же БПЛА «Свислочь» разработчики относят высокая скорость,
способность уничтожать как наземные, так и воздушные объекты, избирательность и распознавание поражаемого объекта при использовании оптической системы различного уровня сложности, возможность работать ночью, в облаках, тумане при инфракрасной оптической системе, устойчивость к помехам противника. Сильной позицией в разработке является тот факт, что завод СВТ имеет намерение разработать наземный пункт управления БПЛА, позволяющий одновременно управлять несколькими БПЛА на большом расстоянии от наземного пункта управления и вести длительное дежурство боевыми расчетами. При этом пункт управления может быть завязан в систему управления оружием и огнем. Планируется обеспечить сопряжение с артиллерийскими радиолокационными комплексами разведки шифр-Вартавы. Также должна быть достигнута полная локализация производства на площадях холдинга «Амкадор». Стоимость такого БПЛА будет варьироваться, но не должно по замыслу разработчиков превысить сумму в $50 тысяч США за штуку. Но все будет зависеть от стоимости оптоэлектронной системы. Современные боевые действия характеризуются динамикой, высокой маневренностью и мобильностью объектов. Именно поэтому каждая из противоборствующих сторон пытается сократить цикл боевого применения средств поражения на поле боя. Иными словами, каждая сторона стремится иметь полную картину в зоне боевых действий и осуществлять в пределах нее непрерывный контроль в реальном масштабе времени, минимизировать время на принятие решения и нанесение удара по интересующему ее объекту. При этом на рынке вооружения наибольший интерес представляют готовые комплексные решения, способные как вести разведку с земли и воздуха, так и поражать объекты дронами и огнем различных артиллерийских систем. Именно такую систему холдинг «Амкадор» в настоящее время пытается реализовать в железе. При этом наличие пункта управления и функциональное разнообразие дронов может привести к получению системы с практически мгновенной реакцией при решении задач огневого поражения объектов. Комплексные решения такого типа имеют высокую стоимость на рынке вооружения, а государственные заказы вот уже долгие годы являются надежным поплавком многих белорусских предприятий, приносящим стабильную прибыль в течение нескольких лет в условиях перманентной стагнации экономики. Более того, затягивающаяся полномасштабная война в Украине открывает широкие возможности холдингу «Амкадор» оторвать свой кусок кровавого пирога на российском рынке вооружения. Данные разработки находятся под постоянным контролем Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь, и совещания с доведением актуальной информации происходят регулярно. Президент Украины Владимир Зеленский в мае 2023 года ввел санкции против 200 российских и белорусских компаний, среди которых много ремонтных заводов. Кроме физических лиц, санкции расширены и в отношении 220 юридических лиц, связанных с Россией. И попал в этот список и завод СВТ. И теперь всем понятно, почему. Вся информация, использованная в данном фильме, будет к моменту публикации передана всем заинтересованным лицам, дабы перекрыть кислород режиму и прикорытному бизнесу, который помогает Лукашенко не только удерживать власть антиконституционным путем и ежедневно помогая разграблять наше государство, но и помогает России в войне с Украиной. История Амкадора — это усеченная история нашего государства, где все принадлежит одному единственному человеку. И управляет этот человек очень плохо. Коррупция, некомпетентность — главная составляющая неуспеха. Некогда сильное предприятие превратилось в убыточное, с ног до головы находящееся в кредитах, производящее то, что никому не нужно, но обязанное это производить под угрозой неминуемой и скорой расправы. Когда мы говорим о санкциях, мы говорим о усложнении жизни таким, как Шакутин, а через него усложнение жизни Лукашенко. В завершение фильма мы хотели бы сказать: наше государство не бедное, им просто управляют некомпетентные и никчемные люди, для которых наполнение собственного кошелька куда важнее всего остального. И изменить этот порядок вещей можем только мы. Мы благодарим всех людей, организаций, которые участвовали в создании этого фильма. Живе Беларусь!